Друзья, еще раз всех приветствую, рад вас всех видеть. Сегодня у нас новостной эфир, озвучу новости и планы по всем направлениям. Начнем с Forex Pro и Optimal Pro. По ним добавили возможность льготного периода для вывода депозитов. Обновление касается всех депозитов, независимо от их срока работы. То есть, если даже депозит работает меньше обязательного минимального срока, он также доступен для вывода. Также реализован механизм партнерских начислений. Вознаграждения будут начислены только за те депозиты партнеров, которые не будут выведены в рамках этого льготного периода. По S-Works Prime реализована возможность создания депозитов 100% в SGCT. При этом учитываться будет 70% в оборот и вознаграждение. S-Trade. На данный момент основной акцент на разработке функций торговых роботов и копирования сделок. Торговые роботы будут продаваться в формате маркетплейса, то есть там будет их множество, но мы будем выбирать самые лучшие и проверенные. Вот. Они будут включены в партнерскую программу, включая и вот в партнерскую программу будут включены и вознаграждение за продажу самих роботов, и еще прибыль с прибыли от работы этих роботов. Вот. По копированию сделок. Это функция, где каждый пользователь биржи сможет увидеть лучших трейдеров, их историю, их условия и повторять их сделки. Для этого будет существовать отдельный баланс, чтобы вы могли управлять рисками. Вот. Ну и, соответственно, специальная мотивация для топ-трейдеров, чтобы они торговали и давали возможность повторять их сделки именно на S-трейде. Так, вслед за торговыми роботами копирования сделок, которые уже должны быть в ближайшее время, поставлена задача добавления фьючерсов и возможность использования тех же торговых роботов и копирования, в том числе на фьючерсах. Дальше по S-трейду. На данный момент уже подали на рассмотрение мобильные приложения Web Store и Play Market. То есть, я думаю, следующая неделя они уже будут доступны к скачиванию. Также на следующей неделе, может чуть больше, ожидаем функционал покупки криптовалюты с фиатных карт. Дальше. Карты платежные, или как их назвать, кредитные. Вот. То есть процесс, когда вы сможете зарегистрироваться и подвязать свою карту к S-трейду, к S-Wallet. Функционал этот уже реализован где-то на протяжении 2-3 недель. Мы хотели раньше дать к нему доступ, но решили переделать немножко интерфейс UX-UI. Но пока еще идет процесс того, чтобы немножко переделать интерфейс. С понедельника, уже с ближайшего понедельника, 4 число будет, предоставим для 15% существующую версию. Они помогут нам протестировать, дадут обратную связь, пока техническая команда занимается разработкой этого обновления. Дальше. Добавили возможность P2P на S-Trade. S-Wallet. В процессе добавления DEX-версии. Чтобы быстрее дать возможность использовать преимущество децентрализации, в ближайшие 2 недели будет реализован функционал для генерации криптокошельков в DEX-формате. Был добавлен специальный модуль для безопасного хранения информации. Также добавлен модуль для того, чтобы была возможность связывать аккаунты S-Group и S-Wallet. Этот инструмент реализован, чтобы больше не было таких нюансов и не дать возможности повториться той ситуации, которая была по кошельку. Вот, соответственно, на будущее этот момент уже исправлен. Также запущен механизм обратной конвертации полученной заявки, они обрабатываются. В связи с тем, что большое количество этих заявок, и многие из них предоставляют не ту информацию, которая необходима в заявке, то сам процесс занимает чуть больше времени, чем хотелось. Но заявки обязательно будут рассмотрены, а те, кто дал неправильную информацию, им подскажут, как дать правильную информацию. Вот. Также те же карты, которые сделаны для S-трейда, то есть те карты, которые вы можете везде расплачиваться. Там есть IBAN, который вы можете между картами пересылать средства и так дальше. Пополняется с USDT, с Tether,
вроде бы по двум, вроде бы по ТРЦ и ЕРЦ, вот, по двум сетям, но уже 15% посмотрят с понедельника и расскажут, как это работает. Вот, все работает достаточно быстро, карта выпускается в течение, мне кажется, часа, может быстрее, там динамическое время, вот, и тоже быстро пополняется. Вот, тот же механизм, который для S-Trade сейчас запущен, который будет на тесте у 15%, он также реализован для S-Wallet, но и там немножко меняется интерфейс, чтобы он был более понятный, было легче пользоваться и для поддержки было легче обслуживать. Вот, так что как только ребята доработают обновления, для S-Wallet будут те же карты. То есть, соответственно, вы сможете использовать две карты, и, соответственно, это повышенные лимиты, которые вы можете использовать. Также брокер, S-брокер, параллельно ведется работа по запуску собственного брокера, чтобы, опять же, избежать подобных ситуаций, которые есть существующие, и не зависеть от других компаний, от их решений. S-Pharmaceutical. Давайте следующим образом поступим. Просто S-Pharmaceutical – это у нас будет название первого пула. S-Pharmaceutical Vertical, как вертикальная интеграция, Vertical, будет название второго пула, чтобы было легче разбираться. Соответственно, S-Pharmaceutical первый пул была изменена валюта с SACT на SGCT для выплат по этому направлению. Дивиденды были выплачены. Также реализована опция оцифровки актива. Что это значит? Все, кто участвовал в первом пуле, смогут оцифровать свои активы. Это даст возможность, первое, получение выплат в стейблкоин на свои DEX-адреса, то есть на свои децентрализированные адреса, которые вы дальше сможете интегрировать, импортировать в любые удобные для вас кошельки. Также это уберет необходимость процедуры переоформления своих активов. То есть для тех, кто хочет их кому-то продать, вот вся эта юридические моменты, они уже будут не обязательны. Можно будет просто переслать токены покупателя. Вот, функционал будет добавлен в кабинеты, необходимо будет согласиться с переходом в цифровой формат, создать DEX-адрес и, соответственно, указать этот DEX-адрес. Теперь S-Pharmaceutical Vertical. По выращиванию компания находится на этапе сертификации. Вот, продукция на лаборатории, на лабораторных испытаниях ожидается разрешение для того, чтобы начать выращивать уже полную силу и реализовывать продукцию. По экстракции. Сам проект готов к работе, полностью работает, даже сделана партия необходимая для нас. Вот. Но в связи с ситуацией есть необходимость юридической реструктуризации для того, чтобы реализовывать товары и работать с финансами. Вот. Соответственно, на протяжении крайних 3 недель разрабатывались юридические механизмы, и уже начиная со следующей недели ждем их реализацию. Вот, чтобы реализовывать продукцию и работать с финансами в связи с той ситуацией, которая случилась. Вот. Параллельно работают юристы, чтобы как минимум начать реализовывать продукцию в Европе, потому что по РФ, соответственно, понятно, почему есть задержка по дистрибуции товара. Соответственно, дальше. Вот. Большая необходимость и цель в том, чтобы как можно скорее эти продукты уже реализовывать, чтобы их покупали, вот, потому что вы помните, что проект реализован, несмотря на большой недостаток средств, даже для того, чтобы создать первые 2 компании. Вот, поэтому процесс с компанией всевозможными способами максимально ускоряется в связи с необходимостью покрытия как минимум расходов на обслуживание этих компаний. Вот, также ведется работа по получению доп. Средств для 3-й и 4-й компании вертикали, там, где вендинги, там, где бренд. Это будет происходить в закрытом формате и будет происходить после того, как будут выплачены первые дивиденды по S-Pharmaceutical Vertical. Вот, то есть по уже группе компаний S-Pharmaceutical, второму пулу. Также, как только будут на S-Wallet добавлена DEX-версия, это ожидается примерно 5-10 рабочих дней, там создадите
себе децентрализированные кошельки, можете их импортировать, интегрировать где угодно, вот, и на них будут начислены DAO токены, дальше на них будут начислены выплаты, вот, как только будут получены финансы на компании. По бэк-офису добавили обновление по ссылкам Telegram ресурсы, но там немножко динамически меняется, ребята поправляли, обновляли. Дальше реализована выплата премий в процентном соотношении к обороту по SVCT, SGCT. В ближайшие 1-2 недели будут добавлены возможность покупки подписки за SGCT, вывод на баланс части дохода, и часть будет доставляться на торгованном поле S-Forex для того, чтобы уменьшить SVCT на рынке. Также полноценно загруженные должны быть 17% карьера. Вот, и будет запущен пул S-Crypto, пара SVP SVCT с выплатой в STD. Так. Так, я чуть-чуть позже отвечу на вопросы, прочитаю их. Так, по юридической части. Наиболее приоритетная задача – это решение сложившейся ситуации сейчас. На сегодня в тех регионах, где были инициированы процессы по проверке деятельности компании, активно работают юристы, предоставляют необходимую информацию и делают все, чтобы максимально быстро получить результат. На данный момент уже запущен ряд экспертиз, находится в работе у аудиторов. Что касается сроков, то это не те процессы, на которые можно влиять или их можно ускорить. Все, что необходимо от компании, все максимально, насколько это возможно, передается для экспертизы. По 2 пунктам проверки уже успешно пройдены, по другим еще в процессе. То есть очень большое количество информации для анализа. Дальше. Также со стороны компании S-Group запрошены дополнительные экспертизы, дабы подтвердить достоверность ее работы. Что еще важно понимать, что от подобных случаев сложно быть застрахованными. Под подобные политические удары попали десятки, а то, наверное, сотни крупных компаний. Вот. В истории мира финансов, к сожалению, большому сожалению, это нормальная практика, где крупнейшие мировые финансовые компании и банки и проходили, и сейчас многие их имеют юридическое производство. Вот. При этом они работают дальше. Это крупнейшие компании в мире, вы все их слышали. Это тот же Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Citigroup и Deutsche Bank и так дальше. То есть огромное количество компаний. Вот. Поэтому, к сожалению, такое случается, но чтобы в будущем повторение подобной ситуации было невозможным, уже сейчас разрабатывается юридическая часть, чтобы разделить пользователей из разных регионов на разные юридические лица. Для компании это, соответственно, понятно, дополнительная нагрузка, но ее уже в данной ситуации в мире не избежать в связи с налогообложением. И плюс разные налогообложения и дополнительные команды, чтобы поддерживать работу этих юридических лиц. Вот, соответственно, доходность в разных регионах будет отличаться. Немного будут разные условия, но это уже после экспертизы, после заключения. Вот, что это даст? Это позволит избежать парализации деятельности компаний из-за проблем в каком-то из регионов. То есть даже если в будущем какая-то страна инициирует какое-то там производство, непонятно по какой причине, то это не будет касаться всей компании, потому что сейчас более чем 200 стран компании, вот, и по факту из-за одной страны есть такие вот временные трудности. Вот, ну, чуть больше стран, но трудности именно из-за одной, но не суть. Поэтому это будет имплементировано, вот, и это обезопасит от подобных таких случаев в будущем. Соответственно, многие инструменты, которые я сегодня озвучивал, вот, это то обучение на ошибках, чтобы избежать подобных ситуаций. Далее, хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает компанию, огромную благодарность юристам, технической команде, финансистам,
которые делают все необходимое, чтобы этот кризисный период закончился максимально быстро. Вот. Многие ребята, не буду говорить, что все поголовно, но многие даются на полную работу 24/7, максимально активизируются в этот период. Вот. Также огромная благодарность тем людям, которые действительно являются лидерами, которые не сбросили с себя ответственность за свои команды, работают, изучают, передают информацию. На протяжении 4 лет компания всегда максимально открыто демонстрировала хозяйственную часть, хозяйственную деятельность по всем направлениям. Ездили на производство, показывали все необходимые материалы. Вот. Даже на производстве смотрели документацию, плюс счета, демонстрация счетов. Вот. Все это является уникальным отличием для формата в стиле private company. Для приватных компаний такие процедуры не делаются, но это осуществлялось. Вот. И по той мере открытости и возможности будет осуществляться дальше. Вот. Также компания неоднократно заявляла о своей нейтральной позиции и отсутствии каких-либо связей в политических вопросах. Вот, поэтому нужно всего-то немного усилий для того, чтобы разобраться, проанализировать информацию. Вот, и это даст полную уверенность и понимание. То, что мы пройдем через все эти трудности, и то, что подобные ситуации сделают всех, и компанию, и людей только сильнее, откроют новые возможности для ее клиентов и для самой компании. Так, давайте немножко поотвечаем на вопросы, какие там были. Так, давайте пару минут буквально выделим на вопросы, и чтобы ни у кого не потерялась нить информации, будем завершать эфир. Добавлю уже от себя так вне эфира, официальной, неофициальной части, что мне бы действительно хотелось, чтобы лидеры, которые считают себя лидерами, у которых есть команда, даже если это команда 1 человек, если это команда 3 человека, если это команда 5 человек, пожалуйста, немножко включитесь в ситуацию, немножко погрузитесь в материал. Это несложно разбираться в этой информации. Вот. Это обезопасит и вас, и ваших людей, и все, что связано с вами, вот, от возможности манипуляции, потому что есть какие-то моменты в интернете, которые абсолютно для человека, который понимает в материале, абсолютно неадекватные. То есть где люди, которые никогда не пользовались брокерами, абсолютно не разбираются, что может отобразиться, что нельзя отобразиться, что есть возможность посмотреть. То есть есть какие-то люди в интернете, на которых ваши люди, к сожалению, к которым ваши люди, к сожалению, прислушиваются, которые допускают в своей картинке мира, что они могут забить ссылку в браузере и при этом увидеть чужой счет. То есть насколько у людей отсутствует даже самое базовое знание про финансовую тайну, про банковскую тайну, про конфиденциальность на брокере. То есть это нереально зайти и посмотреть чужой счет по ссылке в браузере на балансе и тому подобное вещи. Плюс даже по сложившейся ситуации, если немножко погрузиться и посмотреть те процессы, которые сейчас происходят, и посмотреть, как компания работает, как компания постоянно демонстрирует хозяйственную часть по всем своим направлениям, плюс политику и отношение компании в политических вопросах абсолютно нейтральную, вот, и отсутствие каких-либо коммуникаций с политикой в целом всегда, вот, то все становится на свои места. Поэтому немножко, пожалуйста, погрузитесь в информацию, разберитесь, вот, и будет намного легче. Так, что касается в целом по экспертизам, будем идти по пути наименьшего сопротивления, чтобы получить максимально быстрый результат. Что это означает? Это означает то, что если мы будем видеть отсутствие сопротивления по тем странам, где оно появилось,
тогда будем завершать процессы и дальше уже с самим регулятором снимать эти ограничения. Либо, если будем видеть сопротивление, то будем разбираться с этим на международном уровне. Вот. Хорошо, чтобы не сильно сейчас мешать информацию в ваших головах, а, этот эфир мы завершаем. Всем большое спасибо за присутствие. Вот, до встречи. Я думаю, что мы сделаем их более регулярными, но не последние, крайние 1,5 месяца действительно было сильно загруженные, потому что 24/7 максимально во всех процессах. Вот, чтобы и технически развивать, чтобы и обновления выходили, и масштабировалось, и дополнительно решать существующие вопросы. Поэтому всем большое спасибо за эфир. Всего доброго. Работаем дальше.